Всем привет, ребята! Я решила попробовать новый формат на своем канале, а именно разбор клипов. Так как лично мне неинтересно и ужасно скучно снимать постоянно реакции, хотя я знаю, что вы их любите. Первой жертвой я выбрала новую работу In This Moment, которая называется The In Between. Почему же я выбрала именно эту работу? Ну, во-первых, потому что это одна из моих любимых групп, как вы можете заметить. Во-вторых, это видео очень интересно, и там действительно есть что разобрать и на что посмотреть. Тем более, это очередное подтверждение того, что In This Moment делают огромный акцент на визуализации, и у них так все очень красивенько, прямо люблю. Со времен альбома Blood Мария Бринг взяла процесс создания клипов в свои руки и выступала режиссером. Естественно, она делала все совместно с профессионалами. The In Between не является исключением. Здесь она и режиссер совместно с Робертом Кли, и монтажер, и хореограф. Кстати, примечательно, что монтажером совместно с Марией Бринг еще указан и гитарист Рэнди Вейтсел. Лидирующую роль в создании клипов Мария берет на себя, чтобы в полной мере отразить свое видение. Все ее увлечения и интересы являются прямыми вдохновителями. Так, например, вы можете проследить в образах и общей картинке мотивы такой религии, как Вика, основанные на почтении природы, также влияние любимых сериалов Маши, например, «Американская история ужасов», «Викинги» и так далее. Давайте теперь покадрово разберем клип и детально пройдемся по лирике. С первых секунд нас приветствует тизер, которым ребята интриговали долгое время своих фанатов. Выраженный контраст черного фона и замедленных движений ярких красных рук, сопровождающихся завывающим вокалом, вызывают мурашки и говорят о том, что сейчас будет что-то интересное. Эта картинка дополняется кадром, где 4 обернутые белой тканью, как будто в кокон девушки, образуют магический круг. Считается, что он может содержать энергию и образует сакральное пространство. In This Moment отказались в этот раз от своего привычного лого и сделали его более подходящим под тематику с руническим шрифтом. Интригующее, немного затянутое вступление прерывается синтами, и мы видим первый кадр. Сразу скажу, что все мои высказывания — это только какие-то предположения и догадки, это не истина в последней инстанции. Но давайте будем разбирать по темам, я выделила всего 3. Первое — это высмеивание бесконечных упреков и претензий фанатов. Вторая тема — это внутренняя борьба, ад, рай, тьма, свет. Ну и третья тема — это зарождение чего-то нового, возможно, того, что нас ожидает в новом альбоме. Высмеивание бесконечных упреков и требований фанатов мы можем наблюдать в самом ярком и доминирующем кадре с красными завораживающими руками. Руки являются олицетворением Blood Legion, так In This Moment называют своих фанатов. Вспомним сборник хитов, где обложкой был арт с изображением Марии и красными руками, тянущимися к ней. Мне почему-то показалось, что руки создают некую защиту, знаете, вот как у ящериц, мне просто вот сразу эта картинка пришла в голову, либо же это какой-то нимб. Но эти руки не только защищают, отпугивают врагов и превозносят саму Марию, но также и поглощают ее. Она поет: вы просто продолжаете хотеть большего с вашей Blood и с вашей Whore. It's a beautiful tragedy you want to be sick like me. Это прямые отсылки к 4 хитам. Как и эти красные руки, фанаты то встают на защиту, то поглощают, просят большего. И Мария с такой измученной интонацией, напевая, спрашивает: «Это то, чего вы хотите?» И после этой фразы вступает резко взрывной припев. Внутренняя борьба, ад, рай, тьма и свет. Уже более обширная тема, и ее раскрывают кадры с парящими при свете дня белыми силуэтами, которые являются воплощением чего-то божественного, и многочисленные разноплановые кадры во тьме с ужасающими образами, сопровождающимися огнями, которые в свою очередь являются воплощением ада и тьмы. Также эта тема раскрывается и в музыкальной составляющей. Давайте с нее и начнем. Контраст в инструментале и вокальных партиях в куплетах и припеве очевиден. Мария сначала завораживающе напевает, затем начинает прикрикивать и далее уходит в отрывистый, прям громкий такой скримище. Все это сопровождается атмосферными бэками и, конечно же, рифами, которые то умолкают, то мрачно начинают снова завывать, а легкий поддерживающий ритм ударный дополняет композицию.
Так что такое яркое противоставление куплета и припева прекрасно олицетворяет всю вот эту тему ада и рая. Как я уже говорила ранее, Мария черпает вдохновение из своих увлечений. Например, ее подтанцовка создает образ триединой богини в Вике. Она воплощает в себе деву, то есть начало, рост, обещание новых начинаний. Также мать – это зрелость, плодородие, сексуальность, стабильность и сила. Кстати, новый альбом как раз называется «Мать», и, как вы можете понимать, это не просто так. И старуха – это мудрость и покой, то есть триединая богиня, дева, мать, старуха. Кадр с музыкантами – это своего рода шабаш, где Мария восстает со своей подтанцовкой и начинает исполнять ритуальный танец у огня, как бы колдуя над созданием новой музыки. Фрагмент, где из рук Марии исходит огонь, начинает новый куплет, который также отсылает нас к предыдущим трекам, если прислушаться к фразам и ловить флешбеки с предыдущих альбомов. Опять же, все образы берут начало в триединой богине. Мария поет «Я собираюсь устроить небольшой ад, я собираюсь принести немного рая». Возможно, она описывает нам, что будет в новой эре, в новом альбоме. Вообще, Мария верит в то, что без тьмы свет существовать не может. Так же, как и без познания ада, ты не поймешь, что такое настоящий рай. Несмотря на то, что все эти адские, райские темы в металле ужасно заезженные, Маша всегда выводит их в своем творчестве на более глубокий уровень. Ну и последняя тема – зарождение нового. Ее, как по мне, раскрывает самый мощный, пугающий и завораживающий кадр с Марией в ветвях. Ветви образуют гнездо, в котором Маша возрождается, перевоплощается и создает. Кстати, мне фрагмент очень напомнил клип на песню Big Bear Wolf, а макияж у Маши и у подтанцовщиц напоминают мне американского жулана, знаете, такую птичку. Если рассматривать обложку альбома, то в ней Мария является ядром, из которого восстает нечто божественное. Так и в клипе она бьется в конвульсиях, танцует в огне, рожая уже наконец эту новую эру, которую мы все с нетерпением ждем. В инструментале тоже можно заметить, что к мелькающим синтам добавляется такое сердцебиение, как будто даже сама композиция начинает оживать. Кстати, вы заметили, что в завершающем кадре по губам Марии можно прочитать, что она произносит «the in between». Он, конечно, тоже ужасно затянут, но интригует. Как будто Мария оставляет все и идет дальше в новую эру, завлекая нас с собой. Лично мне безумно понравились все эти образы, огромное количество отсылок, потому что когда ты понимаешь, о чем конкретно поется в песне, тебя больше и больше погружает эта атмосферность в клипе. Если говорить о косяках, то есть очень такие мелкие, возможно, незаметные с первого взгляда моменты, но которые мне лично очень режут глаз. Я сама раньше много занималась монтажом клипов, естественно, это все такая непрофессиональная любительская работа, но из-за этого я прекрасно вижу все мелкие косяки. Я считаю, что эти мелкие косяки, конечно, простительны каким-то начинающим, возможно, группам, либо непрофессиональным каким-то каверам и так далее, но если это профессиональная работа уже достаточно популярной группы, это просто неприемлемо. Я понимаю, что монтажом занималась Маша и Рэнди, но это все равно не оправдание, и нужно было этот момент заметить и исправить, тем более это очень... Это явно выраженный косяк, который очень легко исправить. Вот это вот что такое. Я уже молчу про то, что во многих местах как бы музыка, слова не совпадают с картинкой. Ну что ж, это, пожалуй, все мои мысли. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете. Возможно, вы тоже нашли какие-то отсылки, которые я упустила, или просто какие-то моменты, которые я не заметила. Напоминаю, что альбом In This Moment выходит 27 марта. Называется он Mother. Обложка будет вот такой. И как бы, если вы заинтересовались, то уже доступен предзаказ альбома, так что... Вперед из песней. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и напишите внизу в комментариях, как вам новый формат. Спасибо за просмотр. Пока.